За последние только 2 дня я заработал более $600 по своей стратегии. О ней я рассказывал в предыдущем ролике, но не спешите туда переходить. Перейдете только после просмотра текущего ролика, потому что в этом ролике я вам расскажу про более модернизированную данную стратегию, где вам даже не нужно искать эти ситуации, они сами вас найдут. Переходим следующим шагом в авто. Это режим автоторговля. Как раз таки в этом режиме я тестировал данную стратегию. То есть можно руками торговать, можно автоматически. Однако нужно понимать, что автоматически торговые боты, которые сами торгуют, они не имеют эмоций, они не смотрят строго на код. Они просто открывают по заданному вами алгоритму. И заработал всего лишь только за вчерашний день более $1000 по данной стратегии. Просто запускаю, тестируя бот. Давайте только реал включаю, чтобы видеть только реальные сделки. Спускаемся ниже, чтобы у вас не было в глазах долларов, чтобы вы понимали всю реальность. Показываю, как есть. 356 сделок было на самом первом тесте. 356 сделок. И видим, все равно бот закрылся по Мартингейлу. То есть Мартингейл, шаги закончились, и получается произошел стоп. При этом все равно остался в плюсе, плюс $95. Огромное количество сделок бот провел. Начал с депозита $3417, затем стало $3512 после того, как закрылась данная сессия торговая. И проведено было суммарно 356 сделок. Кто понимает, что такое вообще трейдинг, что такое бинарные опционы, что такое автоматические торговые боты, это огромное количество сделок закрыто было. Время работы бота составило 13 часов 18 минут. Спускаемся ниже, здесь вообще совершенно все сделки. Скажу так, до 6-го шага очень редко доходил, но в конце все-таки срезало. И это нормально, с учетом, что такое огромное количество сделок было открыто на OTC рынке, не на реальном Форекс рынке, а на OTC. И сделки открывали всего лишь по 5 секунд. Это огромное, колоссальное количество сделок. И вот такая кривая, то есть видим, что вообще глубоких просадок не было. Вот здесь это было всего лишь 5 минусов. И далее, конечно, вот здесь произошел такой крах. При этом все равно в плюсе. Поэтому в этом ролике с вами запущу данную стратегию, покажу, как она работает, вы сами посмотрите, но запускать буду снова на OTC на 5 секундках. Почему? Потому что на Форекс рынке, на котором я последние дни торгую руками, к сожалению, нельзя открывать сделки менее 1 минуты. То есть нужно понимать, что если вы торгуете на Форекс рынке, то от 1 минуты и более работаем, то есть без приписки OTC актива. Если же переходим на OTC рынок, то есть как раз таки с припиской OTC, это внебиржевая торговля, она более высокодоходная, работает по выходным, субботу, воскресенье, ночью, в праздники, в любой день работает, но здесь, так скажем, немножечко свои правила игры. На реале, то есть это Форекс активы, доходность, как правило, пониже, и работают рынки данные 5 дней в неделю, то есть еще бывают праздничные дни. Но нужно понимать, что данный бот, который мы сейчас будем тестировать, именно работает хорошо на Форекс рынке. Вообще, что делаем? Закрываю, давайте просто скрою все индикаторы с предыдущего ролика. После просмотра текущего можете вернуться к предыдущему, посмотреть стратегию ручной торговли, как самостоятельно научиться анализировать рынок и видеть на графике лучшие ситуации. Посмотрите потом. А сейчас переходим в скрипты и нажимаем вот сюда Adaptive SR Zones. Просто переходите в каталог и вводите 15 786 786. Вот этот скрипт, просто нажимаете на него, здесь нажимаете в избранное, и бот перемещается в избранное, вот сюда вот, и оттуда вы уже нажимаете еще раз на название бота, и он у вас оказывается на графике. Что это за бот? Это бот уровней как раз-таки, торгующий по уровням поддержки, сопротивления и дающий вам прямые торговые сигналы. Что делать, когда мы видим на графике? Где-то у нас появляется сигнал на покупку или продажу. Переходим просто в настройки, звук обязательно включаем, сигналы скриптов, если торгуем вручную. Включаем звуки. Я сейчас их выключу, чтобы у меня не было переспама и не мешало. К примеру, пришел где-то сигнал на покупку, входим в сделку на покупку на 1 минуту, если вы на минутном таймфрейме. Если работаете на 5-минутном таймфрейме, соответственно, сделка открывается у вас на 5 минут. Здесь выставляем М5, 5 минуток, и каждая сделка у вас будет длиться 5 минут. Все, просто увидели сигнал, вошли в сделку. Увидели сигнал, вошли в сделку. Увидели сигнал, вошли в сделку. Видим, бывают минусовые. Что делать? Один догон на актив. Я обычно делаю один догон на актив. Но данный скрипт, данный торговый бот появился у нас не просто так. Им поделился наш как раз-таки партнер. И он отрабатывает
2 догона на актив. То есть вошли в первую сделку, у вас минус, входим во вторую и в третью сделку. Все. Таким образом работаем. Давайте я сейчас переключаю на S5 для того, чтобы просто показать, как это все работает, как это все устроено. Включаю авто, реальный счет. Затем настраивал Martingale. Первую сделку я буду устанавливать $40, потому что у меня еще нету $5000, чтобы по 50, чтобы 1% от депозита открывать сделку. Максимум шагов 6, коэффициент 2,2 я устанавливаю. Вход на следующей свече и здесь выставляю S5, то есть 5 секунд. Минимальная доходность 78 стоит. Давайте я поставлю 86 для того, чтобы вот здесь сделки серии у меня пересчитали, чтобы грамотно все пересчет шел, просто наглядно, чтобы понимать, что происходит. $40. Ну, давайте 49, 1% прям установим. Все. Распределение депозита идет $4500, то есть максимальный риск вообще весь свой депозит практически. Спускаюсь, Take Profit устанавливаю на сумму $600, то есть когда достигнет бот порога $600, плюс бот автоматически завершает торговлю, забирает деньги, и все, и мы отдыхаем. Замечательно. Стоп-лосс здесь не ставлю, потому что в качестве стоп-лосса это и есть Martingale. Также напоминаю, что это высокорисковый финансовый инструмент, поэтому как бы нужно понимать, что вы делаете. Сначала тестируем обязательно на демо, тут на реал переходим, когда вы уже вообще понимаете, что делаете. Перекрывать на той же паре, делаю одно перекрытие на активе. Уведомления в Telegram включаю. Мы сделали уведомление, то есть бот открывает сделку, серию сделок и шлет уведомление вам в Telegram, чтобы вы могли либо сами принять решение, что хочу прямо сейчас его остановить, поставить на паузу, или же заново запустить, чтобы видеть, какие ошибки возникли. Все уведомления летят в Telegram. Пусть летят. Автопереключение низкодоходно включаю, автопереключение всех пар 3 минуты ставлю интервал. И нажимаю запустить на реальном счете. У меня сейчас включен Форекс рынок, а это значит, что я просто не дождусь ни одной сделки. Это нужно понимать. Затем переключаю здесь на OTC, то есть OTC в настройках рынка включил. Закрываем и массовое переключение делаю. Все. Теперь точно бот настроен. Эта ситуация, как раз, которая возникает периодически у наших партнеров, я сам иногда вот так вот включаю, косячу, и думаю, почему же сделки не берутся в работу? А сделки не берутся в работу, самое главное, по одной причине, что у меня включен, например, Форекс рынок, а там невозможно открыть сделки менее ни одной минуты. Все. Вот пошел бот работать. Была первая сделка и перекрытие. То есть перекрытие бот закрыл в плюс. Может быть и серия минусов в том числе, вы должны понимать. Я запускаю, потому что я уже заведомо в плюсе. Тот, кто смотрел начало челленджа, видел первые ролики, что я отложил деньги, которые у меня были в депозите, которые лежат сейчас в сейфе, суммарно $30 тысяч. То, что я выделил на эксперимент, на данный челлендж, как раз-таки $100. Эти $100 у меня на текущий момент, как вы можете увидеть, до $5000 разогнались, то есть все работает, но нужно отдавать себе отчетность. То есть рискуем только свободными деньгами, потому что вообще в рынок, в торговлю в целом входим только свободными деньгами. Никаких в долг, никаких кредитов. Забудьте эти слова. Это не для торговли тема. То есть только свободные деньги, условно, каждый день экономили себе там по $10, не покупали себе какой-нибудь круассан и бокальчик там чая, да, или кофе. Сэкономили эти деньги, в течение там недели накопили $100. Вот ваш первый депозит. Только так и нужно работать. Вот он, еще одна сделочка взялась в работу. Снова закрылась в плюс. Видим, бот ищет как раз-таки вот эти зоны. Сперва он их видит как отскок, поэтому дает сигнал как на покупку. Далее он рисует пробой, то есть уже все, свеча закрылась ниже данного уровня, произошел пробой. То есть здесь в боте свой алгоритм, если честно сказать, я его особо код не изучал, потому что по данной стратегии наш партнер давно уже торгует, уже какое-то время, поделился данным торговым инструментом, я его перенес к нам, то есть его логику, всю стратегию, и тестируем, отрабатываем. Поэтому вы можете попробовать сами отработать, опять же, на демо-счете, потихонечку, не спеша. Когда вы видите сигналы, и у вас включен, например, в настройках звук сигнала включено, и вы слышите сигнал, переходим на данный актив. Увидели сигнал, соответственно, у вас таймфрейм больше будет, М1 или М5 выбираете. Для реального рынка OTC, смотря где вы будете тестировать. Увидели сигнал, на новой свече вошли. Минус перекрытие как раз-таки на один актив, одно перекрытие. Сейчас вот бот запущен, уже плюс $374. По какому принципу я вообще забираю прибыль? То есть, каким образом я останавливаю бота? Потому что у меня партнеры также спрашивают: Ник, ты вот поторговал немножко, и смотрю, ты сам остановил бота. Зачем ты это сделал?
Потому что я понимаю, что чем дольше находится бот в работе, тем выше вероятность нарваться на опасные ситуации, на затяжные какие-то тренды, когда, например, здесь вот будет сейчас сигнал, когда мы дойдем, к примеру, и начнет график улетать вверх. То есть такие ситуации могут быть. Поэтому лучше вовремя остановиться, забрать прибыль и сидеть с деньгами в кармане, поставить на выплату, вместо того, чтобы рисковать и думать, а что же делать, блин, бот минусит. Да не бот минусит, а ваша жадность на самом деле минусит. В первую очередь жадность убивает любой депозит. Видим 2 минуса. Очень хорошо. Это очень хорошо, что 2 минуса, потому что вы должны понимать, что разные ситуации бывают. И опять же, с какой суммы начать? Многие спрашивают. Я всем всегда говорю, начинаешь с минималки. Минималка для работы, если особенно по мартингелу, это $100. И естественно, если ты новичок, ты не должен работать с Мартином. Ты зашел, должен работать фиксой. То есть каждая сделка на фиксированную сумму, торговля только руками. Не понимаешь вообще, что делать? Переходишь, нажимаешь на аватарку, когда уже стал нашим партнером. Нажимаешь «Академия». Открывается наша Академия трейдинга. Нажимаешь кнопку «Обучаться бесплатно». Изучаешь все материалы, вообще все, что здесь есть. Давайте тему темную включу, чтобы не слепило. Изучаешь все темы, проходишь обучение, получаешь сертификат, значит, у тебя уже есть знания. По мере прохождения уроков ты будешь также проходить практику. Нужно сидеть на демо и практиковаться, искать ситуацию, о которых рассказывается как раз-таки в обучении, в академии. То есть получаешь сперва знания. Когда получил знания, соответственно, на демо, все тестируем, все стратегии, пробуем просто, только строго на демо. На реал переходим в каком случае? Правильно, когда у вас уже на демо получается, когда у вас есть в целом понимание. В целом начинать, как я говорю, почему со $100 еще лучше всего? Потому что $100 это именно тот самый депозит, который психологически вас готовит к другим деньгам и к разным ситуациям. Если вы где-то фиксируете минусы, вы уже привыкаете. У вас психология срабатывает, что деньги имеют свойство улетучиваться. Минусы — это часть работы, это часть торговли. Также, когда у вас, к примеру, получаются плюсы, то есть вы хорошо работаете, вам нужно привыкнуть к этой мысли, у вас будет там вообще эмоции зашкаливать, вам будет хотеться еще больше заработать. Эмоции просто будут вас переполнять. Как, например, сейчас у меня уже ладошки все равно потеют, но давай, бот, не подведи, потому что уже пошло 5-е перекрытие, все, закрылся в плюс. Давайте дождемся еще одного плюса. Давай, еще один плюсик и завершу. То есть нужно привыкнуть работать с большими деньгами. Когда ты растешь со $100, ты плавно привыкаешь к различным ситуациям. Когда ты растешь, то есть не растешь, а когда ты на депозит положил $1000, 2, 3, 5, 10, эмоции будут настолько зашкаливать, что просто, наверное, давайте назовем так, наркоманы позавидуют этим эмоциям вашим, этому адреналину вообще. И это как раз-таки может привести к плачевным последствиям. А когда вы растете со $100, то вы получаете планомерный результат. Останавливаю бота, потому что уже вижу на депозите прирост $530, то есть плюс $531. Закрываем. Перехожу в режим авто, захожу в историю автоторговли. Вот она отработка данной сделки. То есть видим в плюс, затем просадка. Снова в плюс, просадка вышла практически до нуля и снова вышли в плюс. То есть винрейт 50%, и это достаточно для меня, чтобы заработать и выйти с рынка. Также, чтобы вы понимали, какие ситуации бывают. Разные ситуации совершенно бывают. Спускаемся сюда ниже, то есть видим, бот у меня один раз закрылся, другой бот, это был другой, минус $408. Немножко позднее запустил его, там буквально небольшая разница по времени, плюс $611. Ситуации бывают разные. На текущий момент плюс $531. Я думаю, вы сами все видите, сами все понимаете. Также по статистике видно планомерный рост. То есть вот это самое важное. За последние 7 дней видим планомерный рост. Но самое главное — начать обучаться на демо, вообще в целом начать обучаться, тестировать. И еще важный момент. Не бойтесь просто нажимать все кнопки подряд. Не бойтесь лазить по всем кнопкам. Ничего не сломаете. Если вдруг что-то даже, назовем так, сломаете, напишите нам, мы вам поможем все это решить. Мы люди отзывчивые, мы люди простые, помогаем всем и каждому. Обязательно ставь лайк под видео, подписка на канал. Увидимся. Пока-пока.